Он весь такой молодец, и камера на 48 пикселей, но без оптической стабилизации. И корпус такой весь покатый, чтобы казаться тоньше, но без чехла его не поносишь. И ночью он фоточки делает, но на данный момент просто ужасно. Cube 185, летим! Всем привет, вы на канале Польза.нет, где только быстрые, краткие, емкие обзоры. И сегодня я максимально кратко расскажу вам о недостатках самого мощного телефона в мире Xiaomi Mi 9. И это не от того, что я считаю, что он плохой. Просто идеальных вещей не бывает. Понятно, что самый мощный процессор для смартфонов в мире Qualcomm Snapdragon 855, Super AMOLED матрица, запись видео в 4К при FPS 60. Но о хорошем подробнее я расскажу в следующем обзоре, а сейчас 10 недостатков телефона Mi 9 по версии Польза.нет. Первый. Динамик 1, и это значит звук моно, не стерео. Да, я тоже думал, что во флагманах всегда устанавливают стереодинамики. Стереодинамики были даже в Pocophone F1. Но это ведь Xiaomi, все ради самого мощного процессора. Второе. Ночной режим для фотографий на данный момент просто ужасен. Очень надеюсь, что это изменится в новых прошивках, но сейчас все очень плохо. Абсолютно не понимаю, как некоторые обзорщики в России могли этого не замечать. Если посмотреть не в Рунете, то все иностранные обзорщики это отмечают первым делом. Третье. Нет оптической стабилизации у камеры. И надо понимать, что у того же P20 Pro от Huawei, который выпустили год назад, оптическая стабилизация есть, а у Xiaomi Mi 9 ее нет. И это очень печально, потому что для съемки видео она довольно полезна. И по моему мнению, это самый большой недостаток этого телефона. Кричать на каждом углу, что они поставили себе сенсор Sony IMX586 и умолчать о том, что стабилизация только аппаратная, ну не совсем это честно. Четвертое, безумно маркий корпус. И я не считаю это придиркой, потому что по сравнению с другими телефонами, что у меня были, будь то Samsung или Huawei и даже iPhone, этот корпус пачкается моментально, притом стирать отпечатки с него довольно сложно. Безумно достала автоподсветка. Телефону стабильно не хватает яркости при автоматически включенной данной функции. Пятое. Экран занимает лишь 85,2% площади лицевой поверхности смартфона. Для справки, в OnePlus 6T этот показатель равен 85,6%, а в Galaxy S10 Plus 88,3%. И да, я считаю это недостатком, когда даже у шестого OnePlus на 0,5% больше, а он немного старше, как вы знаете. Шестое. Довольно печальные данные по фронтальной камере. Фотографирует она великолепно, а вот стабилизация при съемке видео у нее хромает конкретным образом. И если оптической стабилизации нет на основной камере, здесь еще и программная глючит. Снимаете основной камерой, все более-менее нормально, хотя иногда и заметны задержки, а с фронтальной стабилизацией, я бы сказал, огромные проблемы. При том, что вы должны понимать, что при 60 FPS на 4К никакой стабилизации в телефоне нет, только при 30 FPS. Седьмое. Запись аудио для флагмана не на высоте. Микрофон с записью в шумных местах не справляется. Можете сами послушать. Последний тест микрофона для флагмана, он довольно убогий. Ну, во всяком случае, если не сказать убогий, то он как минимум некачественный. Во флагманах должны стоять микрофоны с шумодавом получше. Тест микрофона. И вот так, тест микрофона. Тест микрофона. Ок. Восьмое. Теперь немного о защите от царапин. Google Glass 6 это, конечно, хорошо, но вот стекло самой камеры это небольшая обманка. Производитель обещал смесь сапфира с минеральным стеклом. И как вы видите, царапается стекло камеры материалом с номером 6 по шкале Мосса, а должно быть подвержено воздействию материалов только от 8. И про форму камеры хочется сказать отдельно. Если стандартный чехол от Huawei P20 Pro позволит вам комфортно пользоваться телефоном на столе, то у Mi 9 такое сделать не получится. Уж очень выступает камера. Будете в него кликать, а телефон будет шататься. Девятое. Очень скользкий корпус. Вообще не понимаю, как его можно использовать без чехла. Я думал, что самые скользкие и неудобные телефоны для того, чтобы использовать их без чехла, выпускают Huawei и Samsung, но нет. Xiaomi оказались намного круче. Десятое. Нет влагозащиты. Кнопка ассистента хоть и может быть переназначена и является данью моды, мне бесконечно не нравится. Симки можно запихивать 2, но для карты памяти места они не оставили. Воды телефон
Телефон, как я уже сказал, боится, никакой защиты нет. Барометра нет, так же как и некоторых других датчиков. Разряжается субъективно быстрее, но однако быстрее заряжается. Большой обзор с расширенными тестами выгружу позже. Телефон понравился, за свои деньги он просто отличный. В PUBG играть одно удовольствие, ну а экран просто сногсшибателен. Обидно, что камера в топовом смартфоне только на 6-м месте в рейтинге камер DxOMark.com. И перед ней уже давно устаревшая P20 Pro от Huawei. Ссылку на покупку телефона в России с промокодом вы можете найти в описании к видео. Я такую дорогую технику стараюсь покупать только в РФ. На канале конкурсы среди подписчиков каждые 2 недели разыгрываются Mi Band 3 и Honor Band 4 Run Edition. Также несколько конкурсов в розыгрыше беспроводные наушники и подобные гаджеты. Все условия в описании. Следующий обзор будет на кроссовки Xiaomi, о которых, я уверен, вы не знали. Девайсу да или нет, Польза.нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья!